Всем привет! Наконец-то вышло пиксельное метроидвания в стиле Bloodborne. Давай смотреть, насколько это круто сделано. Начать игру. Итак, у нас есть Задира, разбойник, звездочет и стрелок. Ну, Задира, если я правильно понял, это у нас просто мечник. С мечом будем бегать. Разбойник — это что-то вроде ловкости, наверное. Быстрые удары, перекаты — это вот его, да? Звездочет — это чисто типичный маг. Стрелок — это что-то вот прям очень близко к боевке Bloodborne, наверное, будет. То есть, возможно, парирование или что-то такое. Давай, наверное, попробуем мы играть именно мечником. Скрыть свойства. А что это такое? Ага. Жизнь 12, жизнь 10, жизнь 8, жизнь 10. Ну, у Задиры, как правило, вот прям сила. В общем, надо в силу уходить. Посмотрим, может быть, потом как-то можно перераспределить очки умений, типа того. Ладно, давай, Задиру выбираем. Грядет новый рассвет. Старые пути боли не играют роли. Остались лишь скверна и обман. Но один из них заметен более других, пообещавший мнимое спасение. Они собирают последователей, чтобы заполучить себе все. И отрекшиеся от этого божества страдают. Становятся слугами боли, заключенными в одиночестве, едва живые. И лишь несколько избранных обладает даром требовать назад то, что забрал недостойный хранитель. Только они могут взять на себя такую ношу. Если они преуспеют, их обет будет вознагражден. Спасение. Мотивацию прям затравочку дали, чтобы был стимул души собирать, как в Dark Souls, да? Так. Внизу квадратики 3 штуки у нас. Это, видимо, оружие, да? Ладно. Угу. Ворота. Бои с боссами будут сложными, это по-любому. Дневник заключенного. На сердце у меня тяжело. В отличие от избранных, я не выбираю, кем стану. Что-то завладевает мной и быстро. Обещания, годами ломавшие наши жизни, теперь, скорее всего, бесповоротно нарушены. Сердце Никрукса стремилось спасти нас всех. Имя-то какое? Никрукс. А верхние боковые-то кнопки за что отвечают? Эти понятно. Карта. Хорошо. Кстати. Записи. Это карта. Основная. Ключевые предметы. Интересно, насколько длинная будет игра? Нажмите А для прыжка. Ну, я уже заметил. Кстати, тут наверняка будут тоже потайные стенки. X для атаки. Хорошо. А чё он не так резко нападает-то? Мутировавший товарищ. Серьезно, это мой товарищ? Чё-то не похоже. 5 душ за него дали. Не густо. Таких надо много. Хорошо, лазить по лестницам можно. По-любому будут секретные стенки. Слушай, ну первый прям быстро напал. Что это? Целительная инъекция. А давай мы это дело в слот поставим. Инвентарь.
О, расходники. Подожди, вот, предметы. Вот сюда. Ага, тут у нас есть еще и правая и левая рука. Так, а можно, интересно, будет от щита играть? Еще сигма какая-то. Стигма. И чары. Чары — это магия, по-любому. А здесь, наверное, в этом слоту у нас будет помещаться что-то вроде амулета. Наверное, такое. Но расходники, как правило, это будет пополнение манны, пополнение здоровья. Ну и, возможно, какие-нибудь бомбы там, допустим. Физ, урон, огонь, электричество, кровь, мороз, тьма. Угу. На Castlevania еще это все дело очень сильно похоже. Нажмите B, чтобы отпрыгнуть назад. Нажмите B во время движения, чтобы сделать перекат. Ну, короче, это дэш. Кто орет-то так? Иди сюда. Я причем, кстати... А в приседе я не могу ничего делать. Я вот присел и все, и удара никакого. Кстати, такая типичная боевка для Bloodborne. Сначала делаешь, чтобы на тебя враг начал нападать, а потом бьешь его сам. Еще 2 инъекции. Хорошо. Первая секретная стенка. Зажигательный порошок. Ну, я не знаю, нужен ли он мне пока что. Не уверен. Ну, оставим. Тут все будет полезно. Интересно, тут будет такой же сложный платформинг, как в Hollow Knight. Сдается мне, для этих ворот нужен ключ. Ладно. Ключа нет. Здесь тоже ключ нужен. Где же его взять-то? Еще. У меня уже 4 лечилки. 4 аптечки — это хорошо. Но это пока что. Пока что их дают вдоволь. Потом будет с этим по-любому проблемы. Все закрыто. Дотянется. Кстати, давай проверим тот факт. Можно, как долго он может висеть на обрыве? Упадет, нет? Пока болтается. Не, достаточно долго можно провести. Так. Это Мария из Bloodborne, слушай. Тоже охотница стопудово. А мне за ней прям надо. А там закрыто. Не открывается. Значит, в другую сторону пошли. Кстати, я помню в спидране этого Castlevania Symphony of the Night вот так быстро перемещались. Тут такое пока не работает. Демиоксиодные пули. А у меня пистолета-то нет. Может, потом дадут. Нажимайте Y, чтобы взаимодействовать с алтарем. Это позволит вам сохраниться впоследствии и телепортироваться в эту локацию. Ну, как в Castlevania Symphony of the Night мы можем перемещаться. Ну и в других любых этих метроидваниях путешествовать. Ну, пока мне некуда путешествовать. А сохранение-то прошло? Что-то я не видел. Да, прошло. Есть тут какие-то секретные штучки? Чего никто не встает? Меч бы подлиннее. Навыки правой руки. Так, нажимайте RB и X, чтобы использовать навык оружия для правой руки. Но будьте бдительны. Навык использует фокус. А как мне фокус ставить? О, нифига. Я и не знал, что такими вещами владею. А почему? Больше нельзя? У меня нормально кончилось, да? И обратно она что-то не восполняется.
Как в фокус врагов брать? Это наверняка пригодится на боссах. Не открывается. С другой стороны, значит. Осколок голубого гемоглифа. А что это такое? Пули предназначены для огнестрельного оружия. Хорошо. Вот это что так? Восстанавливает немного фокуса. А, фокус это и есть манна. Да, понятно. Добавляет огонь к оружию. То есть это намазка, да? Это чтобы мазать оружие. Я думал, кусок какой-то типа бомбы швыряться. Ну ладно. Меч. Здесь что? Огнестрел. Заклинание. Мне кажется, даже если ты мечник, то все равно ты можешь пользоваться и пистолетом, просто не очень эффективно, и заклинаниями. Не знаю. Наверное, все-таки за мечность, ну, если ты мечника выбираешь, то стандартная сложность у тебя идет. Все остальные ребята, наверное, как-то так. Нажимайте Y для взаимодействия со статуями голубого гемоглифа, чтобы восстановить весь потраченный фокус. Восполнение манны. А потраченная манна, просто у меня шкала исчезла, а я смотрю на белую. Ишь ты. А еще можно так сделать? Ай. Ну, в точках сохранения у нас и здоровье восстанавливается. Допрыгнуть тоже не вариант, да? И... да, не вариант. Ну, хоть с большой высоты падая, я не разбиваюсь. Наверное, все-таки белая шкала у нас для того, чтобы магию использовать. А ману я, пожалуй, пока оставлю на на босса. Ну, мало ли. Такое бывает, что боссы вступительные где-то близко находятся. Чик. Слушай, много пока дают манны. Сдается мне, для этих ворон нужен ключ. Мне кажется, я возьму где-то один ключ, и он будет подходить ко всем дверям просто. Ну, вот такого образца. Ну-ка, давай, дружок. Оп. Потом меч дадут, и можно будет прям с одного удара их убивать. Целительная инъекция. 5 ампул дали, слушай. Это что? Еще 3. Сколько максимум с собой можно носить? Либо меня перед боссом прям накачивают лечилками. Ля, какой крутой. Так, можно и туда пройти, но я, скорее всего, уже не вернусь. А здесь, это, наверное, короткий путь какой-то. Тут можно упасть, но только ты сдохнешь сразу же. Блин, там что-то такое вот прям... Кнут мне дадут, что ли, потом. Вот это явно для того, чтобы зацепляться, блестит. Хорошо, пошли дальше. Ай. Надо было как-то аккуратнее слезать. Подожди, я хочу вот в ту сторону сходить. Здорово, Альф. Целительная инъекция. Я тут не был еще, да? Ну-ка давай карту. Карта. Как точки сохранения вообще обозначаются? Не вижу ни хрена. А, вот стой. Открытая дверь, закрытая дверь. Красным помещается. Контрольная точка. Ну, что-то такое, трезубец, не знаю. Подожди, я что, тут уже был, что ли? Да. Я тут был.
Только пришел снизу. А, так вот в чем дело. Я же упал, получается, ну. Здесь мы бабу встретили, которая вот их стреляла, этих чуваков, и ушла в эти ворота. И потом мы их открыли, я понял. Кстати, больше 7 штук я с собой таскать не могу, но остаются ли они в инвентаре? 7. Да, всего 7 можно носить. Наверняка это все дело прокачивается потом. Робокоп понравилось. Ну, тут, наверное, все-таки ребята за ностальгию тупят скорее. Я, может, тоже когда-нибудь пройду. Так это ничего делать. У меня отпуск скоро, так что почему бы и нет. Только я не знаю, в каком формате проходить ее. Оу. Что-то мне напихивают. Короче, походу на мужика этого босса просто так не сделать, да? Оу, прилетает неплохо. Блин, надо подальше как-то отходить. Ну, епископ. У него еще какие-то атаки появились. Придется еще раз бегать. Да, бля. Вас поглотил Никрукс. Понятно. А теперь у меня хилов-то 3 штуки всего. Ну, 4. А где мне еще 3 взять? Это нечестно. Где мои 3 фляги? Вот. Короче, по дороге мы собираем на 2 штуки меньше, чем есть. Ладно. И души, кстати, мои просрались. Вот они лежат там. Бля, тут еще надо смотреть, как уворачиваться, слушай. Когда-то прыжок помогает, когда-то нет. Ай. Давай, жри. До свидания. Не, подожди, давай душу заберем. О. Хотя бы без отдельной кнопки они забираются. А, падла. Да все, он меня сейчас забьет там просто. Да, непростой босс. Хоть и первый. Покойник. Я теперь меньше у него снес. Суп-борщ, давно ли я ел? Нет, я буквально 1,5 часа назад ел борщ. Так, теперь у меня... А, ну то же самое. 4 хилки. Интересно, что за души будут продавать в целом. Да блин, ни хрена у него, да, конечно, он очень далеко бьет. Еще вот эта вот сосулька вылетает такая подставная. Подожди, а у него что, постоянно
разная дальность удара, что ли? Ай, сосулей прилетела. Блин, а тут самая тема, конечно, в анимах. Ай-яй-яй-яй-яй. Не, дружок, пошел ты в жопу. Я успел. Я не совсем в атаке понимаю. Да, блин, ты задолбался с ульками своими. Они то летят, то не летят. Это какая-то борзая атака, надо знать ее. Я почти покойник, я покойник. Кстати, персонаж также отлетает, как Castlevania Symphony of the Night. Или когда-то падает. Ладно. Дядька-то непростой, сразу же попался. Ой, еще можно эти канделябры разбивать. Правда, у них ничего нет. Может, где-то рядышком еще парочку хилок валяется. Блин, тут вряд ли. Но возможно. Хотя нет, чувака этого надо... Его прям паттернами надо запоминать. И остальное не поможет. Даже если у меня там плюс 2 фляги будет, ничего это не изменит. Эй. Теперь 4 их. Почему? Было ж 5. Как-то еще отмену анимации можно делать. Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, у него когда камень блестит, тогда он выпустит этот сосульку. Горбатый папа римский. Засулька. А нет. Тоже сосульки нет. Так, вот теперь она есть. А теперь двойной удар. А как? Он атаки меняет. Ай, за него вставать надо было. Текаем, покойник. Почти, почти. Это, наверное, все потому, что у меня одной хилки там не хватало. Угу. Мне кажется, или всегда разное количество горшков? Было же больше, по-моему, по дороге. Сосулька. Блин, а тут надо было под него как-то нырять. Просто повезло. Ай-яй-яй. Ладно.
Босс-то, падла, непростой. Ну, в принципе, первый Dark Souls так начинался. Оружие бы какое подлиннее чуть-чуть. Да бля, ты ровно откатываешься на тот момент, куда удар его приходится. Текаем. Давай. Надо четко вставать между волной и сосулькой. А и так не получится. Тороплюсь ему напихивать. Сейчас у меня уже 4 хилки есть. Подожди, а я их могу собирать? Ну, как бы впрок. Пока не совсем ясно. Сейчас пока до босса первое бегаем, заодно и насобираем душ себе. Так. Да, блин. Чего ты делаешь? Он почему-то жрать начал. Все равно задел. Давай-ка вот так. А, теперь по площади, да? Блин, это неожиданно было. Бля, все равно задевает. Ау. Никрус, говорит, вас победил. Одолел. Да, в прошлый, получается, забег я хилки эти не стал тратить. И тебе положено, в общем, четырьмя фляжками проходить того босса. На первый забег шансов больше. Там бежишь с семьей. Ай. Вот самый, по-моему, такой ненаказуемый удар. Бля. Это когда ты за него становишься. Может, правда, только его ждать? Ну, вообще-то печально будет. Да, дают только одну по дороге. А это еще что? 5. Игра сжалилась и судила мне одну маленькую флягу. Поживу на 2 минуты дольше. Я думаю, надо не торопиться, да? С этим уродом, но что-то у меня не получается. Я ему прям напихиваю.
Сосуля прилетела. Под него не нырять надо было. Да бля. Рано. Он еще взял в прыжке назад, отпрыгнул. Это что-то новенькое. Да бля. А че он назад-то прыгает? Так, нечестно. Теперь вперед. Подстава была. Мужик, давай сдохнешь, а? Я так и знал, что ульту какую-то падла копит. Я бы его сейчас загасил. Ладно, уже немножко попривычнее это все дело выглядит. Теперь у меня их 6. Эй, алло. А, это пули дали еще. Ой, что с толку мне от этих пуль, если у меня пистолета нет? Чонок все равно зацепил. Ой, текать надо, вижу уже. Не, давай полечимся. Бля. Завали. Долго какой-то хренью я тут занимался. И покойник. Что так сложно-то? Это ж первый босс, камон. Сейчас попробуем его этим ударом каким-нибудь треснуть. Что будет? Особо, конечно, это ничего не изменит, но а вдруг снимет у него полздоровья. Такое себе. Босс чисто на реакцию прыжка. А, бля. Не, дружок, я не хочу с тобой драться, блин. В углу. Кстати. А можно же просто кувыркаться прям под ним. Я думал, нельзя. Просто до него кувырок делаешь и все. И ты как бы не 0 урона. Короче, я неверно понял принцип этого босса. Да ладно. Да, он тебе, в принципе, особо ничего не сделает, если ты стоишь у него за спиной. Вот типа того. Курукаться за босса можно. А я думал, ты урон получишь. Чё, инфекция вылечена? У кого? Стигма передышки. Сила врагов прихода Юнос начинает просачиваться в наш мир, и ей могут воспользоваться жертвы приходского террора. Я ни хера не понял с этого абзаца, ну ладно. Стигма позволяет провести жестокую контратаку, временно оглушающую врага. Нажимайте RB-Y с надетой стигмой
чтобы поразить атакующих врагов. Своевременно нанесенный удар отразит большинство атак и восстановит часть здоровья. Парирование, короче. Ёп, вашу мать. Для выполнения требуется сила. Она уже автоматом наделась. Короче, это вот как-то так. Она восстанавливается? Не, слушай, полоска дальше не растет. То есть ты можешь парировать неограниченное количество раз, тем самым восстанавливая себе немного здоровья. Ну такое. Пока это под вопросом вообще способность. Заросшая тропа. Это что такое? Бить это нельзя. Камера вверх куда-то улетела. Хе-хе. У него, кстати, размашистый удар. Зараженный паломник. Спарировать бы. Ты, короче, белую полоску, ну, шкалу белую получаешь от количества убитых врагов. Мана восстанавливается только на определенных алтарях. Ну, давай попробуем парировать. По-любому парирование будет использоваться часто в игре. Нет. Чё не работает? Алло. Ну, РБ я прожимаю. И Y. Чё надо-то? Не бьет и все. Как парирование это сраное работает? Еще раз. Надо вплотную к нему стоять, через что? А все, хера с два, ее нету. Кончилась шкала. Как вот эта вот штука работает? Расстояние дело. Я не могу поймать момент вот этот. Надо до замаха, после или во время? В чем дело? И все, блин. Кончилась лафа, короче. Ладно, ну его нахрен. Пока без парирования. Я не знаю, как оно пашет. Мне не получается. Сейчас бы как жопой на кол сел. Ух. Ага, еще и вниз можно. Ай-яй-яй. А давай вниз упадем. Кстати, а где души мои? Алло, у меня было 260. А я там подох, да, раньше. А я думал, можно было. Я думал, можно было этот, как его, туда вниз сходить. Ладно, душ нету. Первого знает, как работает парирование это. Воды. У него там Y загорелся почему-то.
А у ворот и попривычней. Особняк семьи Оксневиль, храм свернутых богов, город Митрингаль. Я не знаю, пойдем вниз. Там закрыто? Тоже ключ нужен. Везде какие-то ключи требуют. Если эта игра, играется в целом от парирования. Проклят ты. Ты принес с собой опасные невзгоды, и все же я чую, как от тебя пахнет страхом. Ты можешь подойти. Кто-то женщина, говорившая до меня. Чего? Ладно. Не стоит задавать много вопросов. Сердце твое полно мрака и недостойно милости леди особняка Хелении. Миледи, ты выказываешь уважение только сейчас, поняв, кто я такая. Но проклятие твое всегда будет с тобой. Многие подобные тебе вступали на порог особняка. Я чувствую, что место это мне знакомо, но не могу объяснить почему. Многие призвали бы меня искать свободу, но свобода не главное сокровище в этой жизни. Я ищу понимание, как и я. Так ищи же, возвращайся ко мне со своими открытиями, проклятый, и через наше общее понимание ты станешь еще сильнее. Короче, у нас эта тетка нас прокачивать будет. И помолитесь, будьте добры, окажите мне любезность в свою очередь. Что от меня нужно? Меня зовут в другое место, но все же я остаюсь тут. Я истосковалась по этому месту, по тем, кто был тут со мной. Если во время скитаний найдешь благословенную чайную чашку, будь добр, принеси ее мне, ибо леди не может подолгу оставаться на одном месте. Чего, какой? Причем тут чашка и сидеть на одном месте? В особняке услышишь шепот ты. Шепот, ведущий к тайнам и заклинаниям. Очень скоро ты все поймешь. Объясните, блядь, как парирование работает? Я бы хотел. Жизнь больше, сила, ловкость, разум. Давай силу. 15. Что-то я физурон не посмотрел. Повысить уровень, спросить об особняке. Это еще раз, да? Какой странный особняк. Прошу, расскажите еще. Место древней красоты, дом семьи Оксневиль. Ныне навсегда оскверненное теми, кто называл его своим домом. Люди искали здесь спасение от мира, полного скверны. Но, увы, этого благословения я дать тебе не могу. И все же ты здесь. Как многие до тебя, которых тоже манили эти священные залы. Ясно, понятно, пошли дальше. Оп. Блестяшка. 3 хилки. А мне сюда? О, точно. Он прям кровью весь наливается. Ой, жуткие, жуткие. Я, наверное, к мужику сейчас. Что это за место? О, скиталец, и в наших местах, в твоих венах и правда течет могучая кровь. У меня такой, к сожалению, нет. Я Марк, и я нахожу храбрость в бутылке. Алкаш, что ли? Эта жидкость заставляет биться мое сердце. Единственный способ обогреть мой бессолнечный мир. Это проклятие приковало меня к тени вдали от моего любимого Мintраля. Митрингаль. Расскажи мне об этом месте. Бля, как название закрутят, попробуй потом в выговоре. Я тепло вспоминаю дни, проведенные в Митрингале. Славный скиталец, и все же город этот теперь существует лишь в моих грезах. Зараза уничтожила все, что было так дорого мне. Над городом до сих пор висит зловонное облако, поэтому я здесь, и ужасы эти мне не забыть.
Отчаяние и сомнения обуяли мой народ. Как и наши предки, мы ставим под сомнение верность друг друга. Так и не научились на их ошибках. Знаю такого. Он пытался избавить нас от этого хаоса, совершить благое дело, что в наше время редкость. Его называют Германом. Найдите его, пока зараза полностью не поглотила тебя. Расскажи, как его найти. Не могу, мой путь покрыт мглой, глаза мои меня подводят. Вот, дарую тебе это оружие. Как там его называют? Ах, на тебе клеймо. Пистолет дали. Пистолет ночной погибели, современное огнестрельное оружие, вдохновленное мастерством древних. Этот образец собран по древним чертежам с поправкой на мутации современности. Этот образец, на удивление, легок и может без труда пробивать толстую кожу хладных. Эрик, так ты защитишь свое тело. Сердцу твоему, боюсь, так не повезет. Чего? Возьми этот ключ, надеюсь, ты найдешь ему применение, ибо мои силы уже на исходе. Ключ Марка. Говорят, им пользуются таинственные души. Носитель этого ключа войдет туда, откуда доносится небесный шепот, во врата среди корявых древних растений. Ходят разговоры о странной сущности, преследующей всех и сбивающей с толку. Она заключена в 4 стенах, там ее пристанище. А ключ-то куда пихать? Ладно. Пистолет, да? Главное, верхний канделябр можно было разбить, а нижний уже все. Стульчики расколотить можно. Длительная инъекция. О, наконец. Это что? Сундук наверняка. Электрошок Барсова. Оружие, к которому прибегают в случаях крайней необходимости. Был изучен и использован эфирным орденом для пыток неверных. Позже механизм был переработан Николаем Басовым. Электрошок стал сильнее и до сих пор известен как достаточно эффективное оружие. Письмо жителя дома. Когда вокруг начался сущий кошмар, мы спустились в известный многим проход, который должен был вывести нас в безопасное место. Но нам преградила путь зловещая тень, и мы поняли, что нам пришел ужасный конец. Ясно, понятно. А что там насчет вот этих вот электричества-то? Может, это в чарах? Нет. Я не понимаю, как работает парирование. Пули есть, но... Вот, чары. Заклинание. Погоди. Так чары это и есть заклинание? Ага, хочешь пистолет, хочешь вот это. Стоимость фокуса 5. То есть это 5 единиц маны используют. Скалируется все это дело от разума и инстинкта. Нет, от инстинкта больше, кстати. Электричество. Ну, 70 урона наносит эта штука. А пистолет? 90 физ урон. Плюс 120% крит урона. Пистолет лучше. Погоди-ка. Ну-ка, давай управление. Использовать предмет. Не то. Надо запомнить. Правый курок это выстрел, левый это полечиться. Пока неизвестно, что левый бампер делает, но правый это типа парирование, которое не работает. Не знаю, может быть следующая способность будет куда полезней.
Давай теперь сюда сходим. Милый тупичок. Еще пули. Слушай, ну в принципе можно так-то за стрелка играть. Я просто подумаю, может быть, если лучше будет за какой-то определенный класс мне удобнее играть, то почему бы его не поменять? Но кнут дадут определенно. Кнут или что-то такое. Вот эти вот штуки блестящие, за них цепляться надо будет по-любому. Может, дадут кошку. Клятые развалины крепости Ассесус какой-то. Подожди, а если мне, допустим, ключ попробовать применить вот там, перед входом в замок? Да? Ну-ка, а у тетеньки можно будет прокачаться еще? Да, пока есть. Жизни побольше, да? Но если есть возможность менять уровень, тогда есть возможность сменить способности. Ну и в целом поменять класс как таковой. Так, инвентарь. Вот это что? Притягивайте больше Никсуса с поврежденных врагов. Это, скорее всего, как-то... Ну, это расходуемый предмет. Это, видимо, на время. Может, пока не подохнешь, я не знаю. Что за бабка? Ты кто? Миледи, почему вы взвалили на себя столь тяжкую ношу? Коляска — это не обуза по сравнению с тем, что давит на мой разум. Дети, о которых забыли. Они выше нас нуждаются в защите, и только эта коляска в состоянии их защитить. Они разбросаны по всему миру. Таких, как они, много в землях далеко от этого бренного места. Там они навсегда будут в безопасности. Найди их всех, и я буду непомерно тебе благодарна. Детей искать? Подожди, звук, музыка, эффекты. Чуть потише, наверное, да, вот этот разговор попробуем. Ну-ка. Можно немножко звука добавить. А музыку чуть-чуть вот так. Каких-то, короче, детей надо искать, я не знаю, в коляске. Это будет чуть позже. Погнали теперь вот туда. Ну, мужик особо ничего не дает. Хранимся. Ключ Марка у меня до сих пор остался. Инвентарь, да. Открывает все ворота на заросшей тропе и некоторые двери в особняке. Значит, тогда на развилке я туда тоже могу пройти, что ли? Вот здесь вот, закрытая. Возможно, там можно пройти с этим ключом. А это все? Там же тоже у нас есть карта первого слоя. Здесь же тоже есть эти какого. Слушай, давай попробуем в храм хотя бы в одну дверь зайти. Вдруг это работает. Просто не хотелось бы переться в новую локацию, когда еще в старой можно кое-что сделать. Где у нас ближайшая дверь? По прямой. Может, этого чудика попробовать спарировать? Давай хотя бы разок, да? Хочу научиться этому. Да, нихера. Давай, нападай. А проорется. Не работает, короче.
Парирование это странно, не открывается. Ключ типа неподходящий или что? Давай куда-нибудь еще сходим. Все бы ничего, но жутко любопытно. Как же все-таки у нас ваше парирование это? Понятно. Такое ощущение, что то ли разные ключи требуются, то ли что-то такое. Сейчас еще надо... Пострелять попробовать хочу. В общем, все надо испробовать. Потом не было проблем. У нас пистолет работает как в Bloodborne парирование или что? Там я не допрыгиваю. Значит, будет типа двойного полета или что-то в этом роде. Вот тут вот у нас враг ходит. Давай. Бля, не то. Ясно. А во время атаки... Ну, это просто его убьет. Как парировать адекватно? И паузы в игре нету. Вот бладборщики херовые, а? Давай еще разок. Вот, наконец. Так убого работает это парирование, слушай. А что за него белую шкалу не дали никакую? Ладно, просто пошли дальше. В принципе, плюс-минус я разобрался, для чего манна. Пистолет тоже, кстати, штука неплохая. Много урона не нанесет, конечно, но тем не менее. Подожди. Путешествовать. А, ну все. Так. Ну, по крайней мере, я одну развилку знаю, где можно найти, куда ключ применить. Как ее двинуть? Ну не выстрелом же пистолетным. Может, магией? Ну-ка, давай электричеством бахнем. Понятно. Слушай, пистолет летит одним выстрелом, но по прямой, а это вот как-то прикольно, тоже бьет. По сути, тоже, ну, как бы, ну, бесконечные патроны. Пули закончатся, будем магию бить. Короче, я не знаю, как пока пододвинуть. Значит, тогда пошли на ту развилку возвращаться. По логике вещей, если ты переносимое количество пуль израсходовал, то следующие будут у тебя просто вот с предметов вылетать. Пока сколько пуль с собой таскать можно, непонятно. Заросшая торпа. Можно, кстати, фармить себе левел. Тоже у нас Metroidvania.
Надо точку фарма только знать. Хорошую какую-то. Хорошую, недорогую. Ну, сучонок зацепил все равно. И пули дают. Еще пули. Слушай, пистолет вроде тема. А здесь что делать? Ага, у этого тоже мушкет. С приседи я стрелять не могу. Ну и он особо не попадает. Ага. Ладно, будем знать. Что там, старый мститель? Падла еще так, короче. Подожди, я пока наверх не буду подниматься. Давай вот там посмотрим, что есть. Отсюда пришел. Когда Y загорается, это какое-то добивание козырное, что ли? Что-то ходит, болтает там. Крушитель черепов. Резные узоры и таинственный череп на рукояти этого топора незримо рассказывают нам о его прошлых битвах. Судя по стилю символов, его выковали незадолго до падения Эрлима. Возможно, изначально он служил церемониальным оружием, но позже был модифицирован для эффективной защиты от ужасов этого мира. Физурон 60, а тут 90. Неплохо. Тем более этот меч скалируется от ловкости вообще. Хотя у меня основной параметр это сила. Дефолтный меч, короче, такое себе. Интересно, тут оружие тупится. Это будет печально. Ну. Кто кого? На Диком Западе. О, оглушил. Ну. Ля, улет, какое добивание козырное можно делать, разное. Вот у них почему этот кнопка Y светится. Можно их по-разному грохнуть. И у меня еще, кстати, 2000 душ сразу же. А почему так много? Я что-то сделал? Может, к тетке вернуться и прокачаться? 2000 душ, ни хрена. Мне сейчас один левел поднять стоит 100. Сейчас просто не хотелось бы на босса с таким количеством душ нарваться. Я ж там сдохну несколько раз. Та-та, пойдем к тетке. Такое ощущение, как будто игра заглючила, и мне душ нашвыряло просто 2 косаря. Прикольно. Ну-ка, тетя, давай-ка прокачаемся. Короче, силу мы поднимаем где-то вот до 20. И да, нормально. Подожди. Защита от мороза, если ты качаешь силу. А если ты качаешь ловкость, то тогда от огня. В чем прикол? Разум — это защита от тьмы. Инстинкт — это защита от электричества. А жизнь, ну, по логике, просто физурон. Ладно. Давай, силу до 20-ненько, это до 16. Правое оружие у меня сейчас будет по 99 лупить. Неплохо. Следующий уровень 400 с чем-то надо будет. Душ. Да, где-то немного, кстати. Надо попробовать подобивать.
противников. Может быть, действительно у меня урон увеличивается от этого. Ну, точнее, не урон, а сколько прилетает душ. Здесь я уже всех замочил. Но если на костер сесть, короче говоря, тогда они опять все поднимутся. Таким макаром ты и фармишь. Там все, короче. Я, наверное, все-таки с душами ящики разбил, я думаю, так. Пули вполне... Ай, я думал застрелить ее с пистолета. Могильная собака. Етиху мать. Быстрее, сволочи, слушай. Сколько пуль можно с собой таскать? Тут надо что-то какое-то... Или одежду иметь, либо какую-то способность по этим кольям бегать. Дальше пошли. Ну и на карте она отмечается как неоткрытая область. Вот здесь я, по-моему, упал и сдох. Сюда не пройти. Почему? А, ну тут мы с боссом, наверное, дрались. Да. Да-да-да, с боссом. Здесь типа вообще кусок другой локации. Ладно, хотя бы понятно, как карта устроена. Приблизительно. Всяко лучше, чем Hollow Knight. Эх, мне бы ноги подлиннее. Я на музычку чуть погромче сделаю. Вот, сохранение. Подожди. Такое тоже часто бывает. Я ищу потайные стенки. Их тут должно быть прилично. Игра по-любому будет масштабная. Не открывается. Она открывается с другой стороны. Там кто-то большой. Или летающий. Подожди. А, кто знал-то, умер, это называется мертвый мозг. А он у меня еще кровотечение, падла, повесил. Кто знал-то то, что он это еще взрывается. Не, я тогда их с пистолета лучше убивать буду. Вот, и второму прилетело. Кстати, на них надо-то всего по одной пуле. Давай я блестяшку лучше сначала возьму. Маны наваливают. Но это для того, чтобы если ты прям за мага мог играть. Магом, наверное, вообще самое лайтовое. Стоишь себе, стреляешь. О, тихо. Бля, деда можно было добить. Ну ладно. Надо посмотреть, сколько за добивание дают. Постой, оп. Перебор. Деда много лупить тоже нельзя.
Так, как будто он меня не видел. Точно, у него же еще такой удар есть. Подзабыл. Так, дотянусь? Нет, не дотянусь. Бегать бы ему с ускорением каким-нибудь. Хотя, наверное, тоже такое будет потом. Местами придется прям целой локации пробегать, чтобы добраться с одного участка в другой. Это пока тут. Надо туда наверх. Тут нового-то появилось. Кусок голубого гемоглифа восстанавливает среднее количество. А это немного. Небольшое количество. Понял. Давай, народ, треснем по нему и валить. Так вот. Ну, тут я не знаю кого. Пойдет. Ты такой? А. Кнопочка. Подожди, сейчас надо, короче, упасть. Надо упасть вот тут где-то. Вот. А это все, что я не мог собрать? Вот сюда я не мог запрыгнуть. Папа, почему? Ну, туда и никак. Ладно. О, серьезно, ты подыхаешь с одного... Коли опасно. Понял? Тут так или иначе у тебя уровень будет фармиться. Потому что, бля, ты будешь... сколько там душ у меня было? Странные колья, а? Эти ящики разбиваю. А, пули же я ищу. Точно. $129, это у меня критический урон сейчас по нему прошел. А обычный урон 99. Ну, нормально. Открытые ворота так и останутся? Или мне заново надо их открывать? Ай, дед. Хорошо, хоть он в полете меня не снес к этим кольям. А то бы сейчас заново побежал. Ай. Короче, одна собака не очень опасна, но две это уже, блин, может быть проблемой. Там же я все, в принципе, собрал. Шли тогда. Город Минтрингаль. Да, был карабокс. Продал потом. Причем брал я его
магазина за 14. Без Кинекта. Но зато больше памяти было. А продал... А, еще прошил его сверху за 6. Продал потом спустя, наверное, использование. Ну, он у меня стоял, просто пылился, короче, я в него не играл. Просто что-то забил хер. Или у меня 4-я плойка тогда появилась. В общем, за 5000, по-моему, я его продал. Мужик какой-то. Здрасте. Тебя что-то привлекло? Ваши товары мне не интересны. Жаль, ведь тебе точно придется чем-нибудь себя защитить. Место это не прощает ошибок. Моей любимой дочери не так повезло. Ее забрали внутрь. Сердце мое тяжело от горя. Но все же твоя покупка может облегчить мою грусть. Что скажешь? Ты точно не пожалеешь? Что останется с вашей дочерью? Цена высока, но этого требует церковь. Церковь настроена против своей паствы. Высасывает из нас всю надежду. Она в цепях этих отвратительных людей. Мне придется отдаться охоте, всепоглощающей погоне за теми, кто держит ее в заключении. Я должен. Покупка будет с благодарностью принята. Она немного согреет мое замерзшее сердце. Что скажешь ты? Но немедля. Времени у меня в обрез. Мне нужно спасти мою дочь из ада. Ну, что продает дед? Пули. Он больше трещал. Серьезно? Только пули и все? А, что-то еще есть. Вот, хилки. У него можно купить 25 аптечек, да? 50 душ за каждую. А, это зажигательный порошок. Мазать оружие. Наносит огненный урон при броске. Вот они, бомбы. Хорошо. Оружие, больше вообще ничего нету. Давай, короче, возьмем у него для прикола бомбу одну. А, 300 душ у меня не хватает. Ну, давай тогда одну лечилку за 50. То есть у торговцев можно купить какие-то предметы, но расходники у них ограничены. Это чтобы ты слишком много с собой всякого дерьма не таскал. У меня тоже был Xbox 360 и покупал вроде за 12 тысяч в видео, продал за 8, жалею, лучше бы оставил для коллекции. Да, консоль неплохая, особенно если она прошитая. Есть во что поиграть. Правда, эксклюзивных проектов не так уж много, но сама по себе неплохая консолька. Живучая, главное. Плойка в этом плане не так круто живет у всех. Ну, типа там, горят чаще. Xbox, особенно вот последних ревизий, они прям неубиваемые. Ну и геймпады тоже у них хорошие. Жалко то, что на батарейках. Вот я не понимаю то, что у нас в 23-м году Xbox выпускают карабокс, ну эти как вот джойстики на батарейках. Ну типа, алё, где аккумуляторы? Жесткий диск сильно трещал. Я вот сразу же запарился, я прошел. А то у меня с покупкой консоли предлагали диск. Call of Duty, по-моему, какой-то. Я не помню какой. Какой-то, что-то там 2. Call of Duty, там бла-бла-бла. Типа Ghost 2, может быть, не помню. Вот. И самих дисков я в городе не нашел, чтобы в каких-то магазинах там прям пришел и выбрал. По почте, да, тоже особо не запарился заказывать. Поэтому я сразу же ломанулся просто и прошил его. Вот, у меня такой же был, 250 гигов памяти, жесткий диск, трещал. По-моему, у этих Xbox'ов тоже жесткий диск довольно-таки просто меняется, если я не ошибаюсь. Надо было его прошить и заодно, чтобы тебе тот, кто прошивает, и жесткий диск поменял. Ну, сейчас, в принципе, ничего не мешает взять где-нибудь на Авито тот же самый Xbox 360, и там 1000 за 5-8 тире. Сейчас примерно они так стоят. Консоль хорошая. 3-я плойка тоже хорошая консоль. Механическая. Я только что такую же купил. Ну ладно. Хотя бы я много денег не потратил.
Так и чё? Ну вот я сделал у него покупку, и чего? Понятно. Меня, говорит, согреет твоя денежка. И в итоге все. Может быть, мы потом его дочку спасем. Зараженный скиталец. Слушай, ну пули прям хорошенько напихивают. У меня их с собой 10. В запасе... А нет, не то. 500 пуль можно с собой таскать. Правильно я понимаю? Сейчас попробуем пули не тратить. И вот когда... Ну, будет ли они копиться или нет. Кстати, вот насчет хилов также. Типа с собой я могу 500 штук таскать. И типа когда ты возрождаешься, они из запасов, да, берутся? Ясно, понятно. Тогда вообще выгодно не тратить хилы и просто не используя их бегать от точки до точки. Плюс у меня не было интернета, чтобы поиграть, нужен было нет, чтобы подписку подключить. По-моему, слушай, у Xbox 360 прям не этот, ну, далеко не все игры прям требовали подключения к интернету. К тому же там и интернет-то был не особо. Я его прошил, ну, зная уже точно то, что я во что-то кооперативно-локальное, точнее, по интернету онлайн ни во что лобать не буду особо. Поэтому я просто взял его, допрошил, чего ж нет. 100 игры бесплатно. Может наверх сходить? Ладно, давай сейчас сюда зайду. Это уже следующая локация определенно. Так, вот у меня 2 штуки собрались. Теперь, блин, зачем я спустился? Давай бомбы поставим. Угу. Так это дело меняется. Ну, бомбами не факт, что я буду пользоваться, но возможно. Если без интернета, то надо было покупать диски по 900 рублей. С интернета можно было играть по геймпасу. Там, по-моему... Нет, там по-другому, мне кажется. Как-то там Xbox Live Gold, по-моему, что-то подписка такая называлась. И там какие-то вроде игры-то были не очень. Там, скорее всего, просто подписка была. И типа ты можешь онлайн играть, если подписку купил. А самих игр бесплатных там не было. Как в нынешнем геймпассе. 900 рублей за диск. Ну, слушай, по-моему, это не очень дорого. Типа на тот момент, по-моему, и для плойки-то игры были не дешевые. Но опять же, лучше заплатить один раз и прошить консоль, чем потом каждый раз отстегивать за диск, который ты, возможно, потом вообще играть никогда не будешь. С одной стороны, пиратство это хорошо. Почему бы не сэкономить деньги? Так, все, поперлись, короче, в другую локацию. Пока что-то как-то вот ведут прям строго по прямой. Ничего особого не дают. Под статуей что-то есть, но оно такое тяжелое, что не сдвинуть. На статуе выгравировано кольцо. Сюда, наверное, кольцо какое-то надо вставить. Там закрыто? Нет. Бля, бабка злая с топором. Подожди. Бабки мы обязательно подойдем. Постилки камелии. Что это такое? Расходник.
Убирает урон от огня. Ага. Пилюльки, короче, лечиться от дебафов разных. Окей. Это лифт. Гадалки не ходи. Но он не двигается. Срезочка какая-то. Подожди, ну давай попробуем лифт запустить, может быть. Не, ни хрена он не двигается. Вниз, вверх вообще никак. Я попробуем вот в ту сторону пойти. А эта срезка, ух ты, и было не было. У нас тоже только один человек в городе прошивал, как бы. И вот у меня кореш прошил свой Xbox на тот момент за 3000 или за 2700 в Питере. Вот. А я обратился к челу, который у нас в городе прошивал. Вот. И он говорит, 6000 с тебя. Я говорю, так, алло, сейчас же вроде в Питере прошивают за 3. Он такой, ну езжай в Питер, что ты. Ну, а потом еще оказалось то, что я почитал, конкретно моя ревизия, ну, последние ревизии Xbox делали какую-то защиту, и надо было впаиваться в плату, и поэтому сложность работы, ну, повышение стоимости. Но не нужно было мне там париться, типа, заказывать сам плату где-то искать и так далее. Просто отдал бабки, и чел сделал все красиво. Еще игр накидал, как бы. Правда, не объяснил, как под этой, как вам. Не объяснил, как пользоваться. Ну, типа, как игры новые скидывать. Как с прошитым боксом бесплатно в игры можно было играть. Ну, скидываешь на жесткий диск просто и все. Как образы их. Там обложки и все такое, там, ну, прошивку запускаешь и все. Там обложки игр, также, ну, все нормально работает. А потом, может быть, как-нибудь через карту захвата буду на Xbox лобать на стриме, покажу, как прошивка это пашет. На Xbox, кстати, самая простая была прошивка. На плойке третьей немного все это сложнее было. Я у друга тоже видел прошивка на третьей плойке. Короче, ты заходишь в какую-нибудь игру поиграть, тебе надо сначала запустить с отдельного дисковода, туда вставить диск лицензионный, потом он только начнет загружаться, остановить, открыть этот дисковод, потом запихнуть туда уже болванку, и тогда у тебя только игра пойдет. По-моему, это какие-то костыли вообще. О, бабка лютая. Помешанная ее зовут. Она кровотечение накладывает. Бля, жирная, кстати. Слушай, какая мрачная атмосфера вообще в целом в игре. Ну да, там не прямо скачиваешь на жесткий диск. Там, блядь, подожди, в игре же паузы нету. Там сначала ты скачиваешь с интернета игру, потом скидываешь ее на болванку, ой, не на болванку, а на этот, как его, на флешку. На флешку в формате FAT32, потому что именно формат 32 разбивает тебе не одним целым куском игру, а разбивает ее на маленькие папки. Вот. Семейство вот этих консолей, третьей плойка и Xbox 360, вот именно в таких форматах игры жрали. Поэтому надо было форматировать флешку в формате FAT32 и так далее. Скидываешь все это дело, еще это так долго помню. Как раз когда вышла GTA 5, там 15 гигов попробуй в формате 32 скинуть, там сначала на флешку, потом на консоль. Надо было часа 2, наверное, ждать, если не больше.
Не, ну почему? 360 Xbox, да просто, чтобы он был сшитый у тебя, и если ты, допустим, ну, пропустил целое поколение игр, то почему бы нет? Как бы не все игры от Xbox 360 есть в геймпассе. Далеко не все. К тому же, далеко не все эти игры на русском. Если у тебя есть сшитая консоль, Xbox 360, либо PS3, ты можешь очень много бесплатно дешевых игр, ну, бесплатных игр, накачать с интернета, с хорошим переводом, сесть и спокойно поиграть. Тебе не надо там геймпассы платить и все такое. Я думаю, надо учиться от этих бабок уходить. Что-то они какие-то бешеные. У меня на 128 гига... А, нет. Да, у меня на 64 гига была флешка, потому что, ну, в любом случае, те того поколения игры занимали не больше 7 гигов. 7, 8, ну, максимум 9. Вот GTA, я помню, то, что весила 5 15 с чем-то гигабайт. Это вот самая, наверное, тяжелая, которая игра была того поколения. Ну, или одна из тяжелых самых. Доклад Института науки. Уважаемые коллеги, как вы можете видеть, размах крыльев этого хладного достигает примерно 5,5 метров, что позволяет ему свободно находиться в воздухе. Однако у остальных найденными нами образцов крылья недоразвиты. Исходя из этого, я могу предположить, что мы имеем дело с необъяснимой эволюцией в связи с недавними мутациями. Похожие изменения наблюдались во многих зараженных субъектах. Еще и мутантов сейчас припишут. Я вот почему себе Xbox, ой, точнее не Xbox, если я почему третью плойку взял, она же еще прошивка, когда есть, тебе, во-первых, от третьей плойки бесплатные игры с интернета достаются, плюс у тебя еще работает эмулятор первой и второй плойки, плюс еще можешь поставить эмулятор всех ретро-консолей, там Dendy, Super Nintendo, Sega и так далее. Ну, Xbox S и X, Series S и Series X вышли одновременно. Но Xbox One, конечно, на фоне четвертой плойки смотрелся просто как видеоплеер VHS серии. Здоровенная, капец и шумная была. Еще выносной этот здоровенный блок питания, такое себе было удовольствие. Xbox Series S и X вышли одновременно. Я думали то, что это типа Slim-версия, а они говорят, нет, ни хрена. Просто это ваш, ну, как бы, бюджетный клон нашей консоли, бля. И опять добивания не сделал. Что за баба? Ясно. Щит у нее. Злая какая. Три удара и, короче, щит ставит. Я понял. Она хотя бы медленно двигается. С жирными бабками пока ничего не понятно. Уличная дева ее зовут. Че, вниз или прямо? Давай вниз сходим. Бля, ну тут еще дальше. Ну ладно. Маленький какой. Стопудово безликий его зовут. Стопудово злющий как черт. Ну я понял, что ты имеешь в виду. Ай-яй, кто это такой? Не очень хочется мне к нему падать, но придется.
Слушай, перекат, такое ощущение, когда ты делаешь трущобная псина. Когда ты делаешь перекат, у тебя в принципе неуязвимость. Да, это самая практически успешная консоль считается у Sony. Ну, не считая второй, конечно, плойки. Вторая плойка до сих пор как бы никто не может победить по продажам. Знатная консолька была. Ай-яй-яй-яй-яй. Я помню, что Slim, короче, она шумит сильно. А Pro, по-моему, грелась, что ли, или что-то такое. Зараженная звезда. Использование и изучение зараженных звезд было запрещено эфирным орденом по причине их связи с дочерьми ночного прилива до тех пор, пока они вновь не были обнаружены группой ученых, искавших убежище от ордена в Эрлиме под защитой Блэкхоллов. Есть в этом мире силы слишком великие для понимания, но достаточно злобны, чтобы разрушать умы тех, кто думает, будто сможет их контролировать. Это оружие какое-то нашлось. Так еще и по сути Slim-то версия толком не вышла. Подожди, а что это такое подобрал-то? А, вот. Это урон тьмой вообще. Но урон 120. Тут 90. Но есть крит урон, шанс на 120% у пистолета. Давай просто треснем, посмотрим, как оно работает. Я вот что подумал, можно же с собой два оружия таскать. Какое-то может быть прям выгодно иметь с собой. Ага. Как в Кастлвании топоры он бросал, то же самое, короче. Понял? Такое. Иногда это будет нужно, но не прямо, чтобы очень. Может, электричеством долбануть сюда? Выстрел не поможет. Топор. Ай, бля, не то. Ладно. Погнали вниз. Да, ты ценник видел у этого, у Slim версии? Они просто по сути сделали ее меньше. Они могли это сразу, кстати, сделать. Я считаю, что вообще за такие вещи надо сначала по рукам бить, потом дешевле продавать, вот и все. 79 тысяч, ничего, сейчас с дуба рухнули просто. Просто за уменьшенную копию. Там же она в мозгах ничем не поменялась вообще. Издевательство. Кто не жадное становится, это плохо. Они, наверное, всегда жадными были, просто мы особо не замечали. Голодная сущность, что это такое? Что-то знакомое. А, ну я же вот это брал. Больше душ дает. Ну, я думаю, то, что тут ты настолько часто подыхаешь, что, в принципе, это не особо важно. Оперативная инквизиция. Это тоже лифт. Мне бы не запереться в какую-нибудь локацию раньше времени. Магнитная бомба. Как работает? Наносит электрический урон при броске. А она прилипает или нет к стенкам? Насчет греется я не знаю. Но возможно. Потому что корпус меньше стал. Воздух не так хорошо циркулирует. Или они взяли просто туда самые дешевые вентиляторы, запихали поменьше. И все. Сейчас, по-моему, если вот
кто-то хочет брать себе PS5, самое время брать патку и не париться. Про-версия, я не думаю, что вообще скоро выйдет. Да и в принципе, нахрен эта плойка нужна, все равно это... Все равно игр нету. Все, что надо, выходит на ПК. Надо просто подождать. И может, игры-то такие, что, в принципе, можно долго подождать, пока они выйдут. Особо не торопясь. Я не знаю, что там все восхищаются вторым пауком. Но он же очень похож на первого. Вот вообще практически одно и то же. Хотя, ну, они стопудово его могли выпустить на PS4. Просто, ну, чтобы продавалась консоль PS5, сделали эксклюзивом, вот и все. Потом ее уже на ПК портанут, пока PS5 продается. Зачем этим заморачиваться? Ну, как бы заморачиваться надо этим заранее, чтобы хорошо продать потом ее еще. Так. Вон там проход у нас. Бля, опять бабка. Надо дать ей ударить, а потом какое-то уклонение делать. Я не думаю, что я бы ее прям очень сильно хотел. Ну, типа, ты берешь PlayStation 5 и потом тратишь по 10 косарей за игру. 5 игр купил, можно еще одну плойку взять. Такое себе. С учетом того, что с какой скоростью я их прохожу, как бы. Также вот второй паук. Там же он тоже по продолжительности, как и первый, 10 часов. А стоит 10 косарей. То есть по 1000 за час ты должен выкладывать, чтобы посмотреть этого паука. Новомодного, такое себе. Нет, на PS4 вторая часть паука не вышла. Вот я тебе говорю, в чем прикол-то. Они хотят тебе продать игру, которая могла бы быть на PS4. Но они тебе хотят еще заодно и консоль впарить сначала. Вот именно ключевое слово «впарить». А так, по идее, на пятой плойке, кроме Demon's Souls, который ремейк, по идее, больше особо-то играть не во что. Все остальное есть на ПК. Ну, Bloodborne. Но, блин, этот Bloodborne можно купить за 500 рублей диск и плойку 4, если есть. Вот и все. Я посмотрел, тут кто-то играл, короче, в этот Bloodborne кто-то играл на плойке 5. Да, они мало чем отличаются. Ну, чуть-чуть почетче графика, но опять же, это смотря какой у тебя телевизор там и все такое. Разводят, короче, на бабки, вот и все. А с ней говорить надо, не драться. Люсиль. Не подходи, я не желаю, чтобы меня беспокоили. Прошу прощения, все же я не могу не заметить вашу боль. Не боль, а принятие того, что правда так долго скрывалась от меня в тенях. Скажи, как звать тебя? Эрик. Я знаю тебе, но что привело тебя сюда? Молитва. А вас? Скорбь. Убежище. Много кто приходит сюда за этим. Это место принятия, примирения, навязанное нам людьми с верхов, чтобы спасти себя от недугов. Тут обитает бессердечный человек, который обречет нас всех на погибель. Это бессердечный человек, который станет причиной нашей гибели. Так что я приняла свою судьбу и то, где мне суждено быть здесь. Я не могу продолжать жить, пока муж мой не упокоится. Но это невозможно без цветов, растущих только в морском городе. Боюсь, я никогда не смогу достать их и возложить к тебе на могилу, любовь моя. Путь туда опасен, но ты со своим крепким сердцем сможешь его пройти. Ты принесешь мне цветов, Эрик? Наверное. Это как задание будет. Записи есть. Доклад, письмо, дневник заключенного.
Задания-то нет. Я что, их должен запоминать, что ли? Microsoft не очень жадные в этом плане, потому что они тебе за небольшую сумму дают очень большое количество игр. Sony так не хочет делать. Правда, и Microsoft тоже, в принципе, дает старые игры, которые, ну, уже вряд ли они им нужны, как бы. Так что тут не все так просто. Давай-ка я, пожалуй, запишу это задание. Коротко и ясно запишем. Люсиль. Цветы. Из морского города. Я, может быть, в этом морском городе окажусь часов через 50. Я же вообще не вспомню, что ей надо было. А, это все, да? Ну, давай еще потрещим мы с ней. Спросите морской город. Я не так много слышал о нем. Можете рассказать больше? Место, где принесли множество жертв божеству, о котором мы не говорим. Место, утопающее в богатствах и тайнах. Именно богатство и свело с ума жителей города серебряных мостов. Богатство еще там, ждут своего счастливчика. Может, хотели получить их? Может, у тебя получится. Поле смерти. Говорят, что им владеет один человек. Использует его как полигон. Слышала, что он крадет тела из могил и использует их кости для своих снадобий. Зло течет в его венах, как во всем, что он создал. Я молю церковь о его прощении, но боюсь, все мои молитвы напрасны. Ну, повторяется, короче. Диалоги повторяются. А у нас эта тетка-то будет отмечаться как-то на карте? Нет. Ну, теперь ищи, где я не был, где был. Куда идти. Слушай, а может быть ее отметить на карте? Вот, поставить, убрать маркер. Здесь у нас будет тетка стоять. В общем, карту будем себе сами рисовать стопудово. Я попробую здесь подняться, но не факт, что получится. А, ну да, здесь никак. Тут двойной прыжок нужен или что-то в этом роде. Ну, сейчас будем ходить, угол искать 5. Где я не был, куда можно сходить. Так, внизу. Внизу вот здесь у нас по-любому дверь. Вот тут я не знаю, могу я пройти или нет. А, тут уже вообще другая локация, там никак. Вот здесь надо по стенкам ползать, а тут дверь, по-моему, какая-то закрытая. Здесь мешает кубик. Кубики двигать тоже не получается. Идем назад тогда вот сюда. Либо вот сюда. А могу я переместиться? Нет, мне костер прям нужен. Понял, принял. Вот сюда. Вообще, кстати, игра, по-моему, не очень длинная, но я буду ее долго проходить. Я люблю вот прям поисследовать метроидвании разные. Кстати, сюда мне тоже особо-то не попасть. Я вспомнил. И куда теперь? Так, вроде полное прохождение игры.
занимает часов 8. Я думал, что будет больше. Так, вот у нас здесь какая-то дверь. А, и туда я запрыгнуть не могу. Точно, точно. В общем, если мне найти двойной прыжок, то можно много туда попасть. Давай сохранимся, давай сходим на перекур. Сейчас я подойду. Поехали дальше. Куда бы сходить-то? Назад возвращаться. А он там еще не прошел. Слушай, давай по прямой, наверное, да, пробежимся. Хотя и тут недалеко. Слушай, ну пуляк накидывают. Пуляк дают вдоволь. Ладно, у меня лимит 500, так что можно собирать пока. Вдруг пригодится. На боссе каком-нибудь.
А я там... Там никак. Чуть дальше можно. А, нет. Чуть дальше тоже не пройти. Что-то с собаками, правда, проблема. Убейте 100 врагов. Фивочку дали. Вот здесь я был внизу. А, тут и никак. Подожди, а вот тут пройти можно? А, я не дотягиваюсь. Тут крюк нужен. Ай, блядь. Долбаные колья. Пошли души спасать. Где-то прям гарантированно, походу, будут лежать эти, как его, лежать пули. Ой. Ящиками швыряться можно. Ну надо же. Прикольно смотрится. Ну, добивание вот самое, наверное, забавное, что в этой игре есть. Ну, такого из нового по Metroidvania. Давай, пожалуй, мы в собак этих постреляем. Чё, никак? О, тихо, еще добьем. И чё? И сколько мне дали за него? Тоже 20. Короче, дело не в добивании. Ну, типа, неважно, сколько ты раз там. Ну, за добивание больше душ не дают. Добивание это скорее так. Для прикола просто. А, серьезно? Сраные колья, бля. 1000 потерял. Вот отстой, а. Пули, кстати, туда за экран улетели. Печально. Надо аккуратнее прыгать. Прям, чтобы точно настраиваться на прыжок. Хотя, по идее, это платформер. Прыжки тут должны быть чуть ли не основой геймплея. А они тут довольно-таки кривоватые. Давай. Вторая. Собак лучше перепрыгивать. $70 душ. Восстановил такое. Надо прыгать прямо в последний момент. Ну, с самого края. Иначе ты не достаешь. Жаль, 1200 потерял. Да ладно. Блин. Что за беспредел? Почему ты дохнешь с одного прикасания кольем?
Вот еще одна причина, почему я долго эту игру буду проходить. Предметы сыпятся походу рандомно все-таки. Но ящики есть смысл разбивать. Собака. Можно еще в сторону собаки попробовать переказ сделать. Как работает. Давай. Оп. Да. Выпрыгивать ее не обязательно. Ух, я думал, сейчас он меня как скинет. Закрепляем прыжок между колами. Че он не может стрелять? Прыгать одновременно. Да ладно, блядь. Я, наверное, сегодня в Марио просто переиграл уже. Вообще не клеится. Платформинг. Ладно. Короче, фармим души. Блин. Это правда, этот участок начинает раздражать. Здесь вот всегда пули лежали. Сейчас ничего нет. Вот здесь было. Или они здесь лежат. В двойном экземпляре. Тройном даже. Но все равно, короче, комната-то та же. То есть, если находишь комнату с лутом, то лучше туда-сюда побегать и поднасобирать чуть-чуть чего-нибудь, чего не хватает. Собака. Все-таки она больше похожа на Bloodborne, потому что тут именно вот увороты и перекаты помогают. А парирование что-то такое себе. Я так и не разобрался, как его делать. Надо посмотреть, как люди парируют адекватные. Не просрал. Главное, это место, когда сюда бежал, ну, довольно-таки просто прошлось. А сейчас прям беда какая-то. Нервничаю, наверное. Угу. Пик. А зачем я сюда вообще направлялся? А, наверх подняться. По-моему, там был где-то проход. Давай-ка мы здесь сохранимся. Оп. Вроде здесь проход был. Который не достать. Что не делать тогда предлагает? Ну я же типа все тут обошел. Ну, способностей у меня новых не появлялось.
Вот туда, может быть, сходить. Я какой-то участок. Какой-то участок. А, ну тут никак. Тут копья тоже мешает. Колья, копья. Там же по дороге сейчас еще жирные бабки, да, появятся, всех дел. Ладно, просто возвращаемся назад. Хотя, блин, тоже так бесцельно бегать. Такое себе удовольствие. Тут я, может, какой кусок пропустил, кстати. Здесь оружие лежало. А здесь просто проход с двумя мобами. А, ну тут ящики лежали. Ай. Ну туда никак. Можно деда этого не убивать. Смысл? Я пока разбираюсь, куда идти. Мобов на стригу. Когда можно, в принципе, и к тетке прийти. Прокачаться заодно. Ну, тут не так уж далеко до нее. Так. Не, еще дальше. Надо в замок зайти. Повысить уровень. Силу, наверное, да, еще качнуть. Меньше ударов будем наносить. 134 души. Надо. Блин, надо кого-нибудь еще одного замочить. Ну-ка. Ну, у нее ничего не изменилось. Это свечки на полу. Она сказала, что 24 ребенка лежит. 4, тут 5, 9, 12. Нет, тут не 24. Хотя, ладно. Надо какого-нибудь мопца грохнуть. Не то. Либо мне надо идти вообще в самый первый замок. Тут никак не пройти, это я помню. Хотя подожди. А что если у меня, допустим, появилась магия, которая двигает кубики? А, нет, не появилась у меня новая магия. Топором бить определенно нет. Что если вот так? Нет, не подвинуть ее. Надо где-то искать способность, чтобы двигать камни эти. А возможно, ну или притягивать их, что-то такое. Здесь у нас мужик с левой стороны, да? А, нет, вообще ничего нет. Такая здоровенная комната, просто ни о чем. Там записка, по-моему, лежала и все. Ладно. Короче, с особняком все. Ту ветку я тоже обошел. Что-то я вообще, правда, не представляю, куда идти. Там у нас тоже все. Где-то открылась определенная дверь. Или что-то в этом роде. Которая позволит мне походить
больше по первому замку. Возможно. Но это не точно. Там печально то, что если ты здесь упадешь, ты дохнешь. Но это наверняка продолжение карты. Просто ты должен ее сзади, снизу точнее открыть. Ух. Ай, можно было... А, вот, я сделал добивание. Правда, у него топор в голову как-то странно прилетел. Страшно мне что-то через эти копья прыгать. Каретой ты тоже ничего не сделаешь. Вот здесь мы с боссом дрались. Давай попробуем, короче, к самому началу прям вернуться. Вдруг какая-то катсцена запустится или что-нибудь такое. Так, не сюда. Самое-самое начало. А, так они урон наносят только руками. Ты прям сквозь них можешь пройти. Ничего себе. Ну теперь они с 2 ударов убиваются. Ладно, я понял, силу качаем. И всех дел. Первая дверь была вот здесь. Не открыть. Позже, значит, как-то. Потом вот здесь у нас по прямой дверь. Открытая. Стенка была, да, потайная тут? Точно, точно. Выше пошли. Вот тут. Ключ нужен. Где-то вот можно применить ключ вот этого Марка. Он же у меня есть. До сих пор со мной. Открывает все ворота на заросшей тропе и некоторые двери в особняке. Но ничего не говорится про это место. Да тут хилки были. Не открывается. Печально. Вот чё он сюда не долетает? Мне двойной прыжок бы не помешал. Ну перекат тут походу реально имба. Тоже ключ нужен. Что ж такое? Что за ключ-то такой нужен? Оп-оп. Враги могут спокойно к тебе прикасаться, ничего тебе не будет, пока он не бросится на тебя. Это здорово. Я бы мог первого босса тогда гораздо быстрее завалить.
Так, вот тут у нас комната сохранения дальше по прямой. Если мы вниз идем, когда мы попадаем вот туда, ну, тут только прямо. Что ж делать-то надо? Либо где-то магией надо воспользоваться, либо ключом. Что-то пока реально идей никаких. Когда вперед идешь, проще прыгать через коли эти. Только идешь назад, сразу же это. Очко жим-жим. Думал тут прыгнуть, попробовать еще раз, а я давно уже сохранялся. Тогда не вариант. Храм свернутых богов. Мирингаль, Оксневиль. Этот ключ у нас открывает только некоторые двери в Оксневиле и заросшая тропа. Но эта заросшая тропа и есть по прямой к городу Мирингаль. Может, я в замке что-то пропустил еще? Ну давай еще раз пройдемся. Кстати, все равно к тете надо идти прокачиваться. Где-то 1 единицу урона добавляет. Такое. Ну и по классике этот какого? Защита от физурона и здоровья чуть-чуть больше. Давай прокачаем вот так. Вот. Так, тут тетка с коляской. Может, какой камин залезть надо? Мужик, дорогу не подскажешь? Ну, прям типичная метроидвания, когда ты начинаешь круги наматывать, просто хер его знает, куда идти. Ну, здесь точно прохода нет. Там не пройти. Ладно. Пойдем посмотрим, может быть, что-то по дороге я пропустил опять. Надо на развилку идти. Вот так по карте вроде все. Был зал с мордами львов. А где это? Насколько назад? Куда идти? Там, где тетка сидит в этой. В замке. Подожди, в каком замке? С которого начинается игра? Я вот думаю, все-таки я здесь что-то пропустил. На данный момент есть 2 вида магии.
Короче, не особняк, а вот именно этот замок, да? Ну, давай попробуем портануться. Я там что-то даже не видел, что за морды львов. Не обратил внимания. Давай попробуем. Пока я далеко не зарылся еще в те локации. Там же их несколько. Я портанусь. Вот здесь особняк. Ра-та-та. Заросшая тропа. Вот тут. А. Так это львы, ну тут надо за них зацепляться уметь. Вот и все. Вот тут они поблескивают. Это стопудово какой-то кнут нужен или что-то такое. Ну, как в Кастлевании, знаешь. Не. Я уже такие морды видел. Их несколько уже встречалось. Это надо что-то такое, прям крюк. Ну, ты понял, короче. Так-то вроде все норм, вот единственное, что беспокоит. Ну, ладно, хрен с ним, то, что пока я не знаю, куда идти. Это не проблема. Беспокоит... Блядь, добивание хотел сделать. Беспокоит то, что у меня не так, как не получается никак парирование. Хотя, по идее, тут по-любому имба это перекат. Ты его просто делаешь, либо дэш, и все, и хана. И ты неуязвимый. О, добивание. Херак, херак. Пендаля в рожу дает. Блядь, ну вечно этот мужик стреляет не в тему. Причем на каждого врага разное добивание. У меня тоже пуколка есть. Да. Ладно, давай попробуем. Просто еще раз пройти. Либо я какую-нибудь стенку где-то не сломал. Что не очень-то очевидно. Либо в какой-то, ну, какой-то обрыв можно перепрыгнуть. Но он мне показался каким-то недосягаемым. Я просто хуйса на него забил и все, и дальше пошел. Здесь у нас копья. Ну, копья определенно ваншот. Тут ты уже ничего не сделаешь. Тут стопудово надо какую-то броню или что-то такое, которое позволяет прям по копьям бегать. Такое было у нас... Как я... Стылевание. Там прям целую броню берешь, одеваешь и норм. Это слота под одежду пока вроде не встречалось. Тут не допрыгнуть. Главное, первого босса тебе очень быстро дают. Ну, как бы, 10 минут игры. Первых. Потом все. Я вот уже сколько? Часа, наверное, полтора бегаю. Никого. Кстати, еще как вариант, где-то, может быть, надо сломать
Пол. Хотя я в приседе бить не умею. Я не знаю, для этого может какую-то лютую обилку надо прокачивать. И вообще, в принципе, либо когда прыжок, либо когда этот, как его, либо когда ты присаживаешься, ты вообще делать ничего не можешь. Хотя нет, в прыжке можно бить. Точно, я ж так босса колупал. Чё это я? Так, у нас тут пока развилок никаких не было. Пробуем наверх сходить. Вот, опять лев, короче, но никак не зацепиться. Вот здесь. Попробуем подняться еще раз наверх. Ай, на вторую не хватило. Да, в замес попал. Думаю, надо бы потихонечку уже начинать расходовать хилки, а то они их мне перестали давать. Чик. Чик. Ну-ка, а что если вот я здесь прыгну? А, ну толку-то. А вот здесь. Где-то подвинься. Я, наверное, хер долечу. Да. Как говно просто шмякнулся и все. Там единственная кнопка, которая открывала мне ворота вперед. Впереди, точнее. Ай. Да там, короче, ничего такого нет. Да, там все там все. Потому что вот здесь у нас, это уже вот здесь вот хвостик торчит маленький, это вот отсюда попасть. Там нужен типа двойного прыжка что-то. Торговец же мне явно двойной прыжок не продает. Дед вообще ничего не знает. Эй! А с этими ребятами прям надо дистанцию лучше сорвать, ну, ближе к ним бежать, чтобы они это не попали в тебя. Так, давай теперь попробуем здесь наверх сходить. Я, может быть, заболтался и какой-то проход пропустил или стенку. Там дальше какая-то локация прям такая большая была. Так. Вот здесь вот что интересно, почему темное такое? Ну, в смысле, не открыта карта. Здесь не пройти, мужик мешает. Ну, точнее, мне не подняться. С стенок прыгать я не могу. А, здесь лифт. Понял, принял. А нет. Слушай, черный кусок прям. Ок. Может быть, вот это вот кольцо. Но мне не давали никакого кольца. Мне надо какое-то кольцо, чтобы двигать статуи. Но если я научусь двигать статуи, то, скорее всего, и кубики.
которые мешают пройти, двигать научусь. По-любому. А, блин, она еще по полу, оказывается, бьет. И вот что накладывает не ее удар кровотечения, а то, что она на пол кидает. Вот в чем дело. Я что-то и не обратил внимания. Эй, ну мужик. Задолбали они бафать всякой херней. Да, вот. Если у тебя мало хилок, короче, то они тебе просто потом их дают. Так-ка тетку эту перепрыгнем. Долго с ней бодаться. Так, я вот сюда, по-моему, не сходил. А, был. Ну, пошли сходим. Тут у нас тетка. Хорошо. Вот такие вот двери нельзя пройти. А что если мы бахнем электричеством в эту дверь? Ой, не то. Вот это. Да не то. Понятно. Спасибо, не надо. Давай попробуем наверх теперь подняться. Маленькие чуваки мне напоминают Чаки в лучшие годы. А, ну и все. Тут уже все. Наши полномочия. Прям везде, слушай, требуется двойной прыжок. Такое ощущение, что это следующая способность, которую я открою. Малой слишком далеко прыгнул. Короче, либо способность вот двигать кубики колонной, либо способность двойного прыжка. Я думаю, так. Тут вторая дверь. Короче, пока бежал вперед, туда-сюда, вот обратно, потерянные 1200 душ насобирал. На этом кладбище можно что-то сделать? Типа попрыгать на гробу, прилечь вот сюда. Может, положить кого-то надо. Федеративная инквизиция. Не двигается. Но это вот сверху лифт. Снова дверь. Может, он как-то ползать умеет по этим штукам? Никак. Ну-ка. От стены тоже прыжка нету. А там что-то есть, какая-то блестяшка.
Это я хреново знает, правда, куда идти. Я заблудился, короче говоря. Стопудово ответ очевидный. Просто я уже, наверное, не вижу его. Давай доберемся до ближайшего сохранения. Будем закругляться на сегодня. Я знаю, это Марио меня подвымотал стопудово. Я его прошел. Неплохая часть, кстати. Правда, 7 косарей за диск не стоит, но бесплатно на эмуляторе, почему бы нет. Сейчас, по-моему, аккаунт Марио и Зельды второй продает что-то там за 1700 вроде. Тоже неплохо. Где у нас точка-то? Ага. Ладно, поперли туда тогда потихоньку. Для чего сюда дверь ведет? Просто так. Целая комната. По-любому где-то пропустил один пиксель. Я не могу его найти. Ирка 81, привет. Игра-то замечательная, что-то я заблудился только. И непонятно, как работает парирование. Что-то хрень какая-то. Но все равно тут перекат имба. Игра в основном придется перекатом пользоваться в игре. На Nintendo есть. Last Fate везде вышел. Так. В храме я был. Все обошел. Здесь. А давай попробуем с левой стороны вот здесь же зайти. Попробуй. Кстати, она на торрентах тоже есть. Особо не требовательная игра. Нет, тоже не вариант. Открывает все ворота на заросшей тропе. Так там только одни ворота я видел. Как бы и все. Локации, кстати, странно открываются. Не по порядку особо. Я потому что сначала был в Альков часовне, потом попал по большому счету в зал Ониксвилля. Оксневилля. Потом я попал в старые руины, а потом уже западный район Митрингаля. Теперь-то что делать?
Надо какую-то способность искать. Либо я кому-то не подошел. Да нет, вроде ко всем подходил. Да, очень похоже на Блассомус. Кстати, у Блассомус второй части какое-то дополнение вышло. Надо будет потом сесть и сразу две части пройти с дополнением. Они же тоже, кстати, вот прям один в один. Можешь попробовать упасть в тот... Как он, проем-то, блин. Где-то он тут был. Если я не ошибаюсь, вторая часть попроще будет. А пойдем, наверное, к тетке качнемся сначала. А то я сейчас сдохну и все, и хана. Прокачаемся. Ну-ка, ты, чел, не знаешь больше ничего? Я рад снова видеть. Минтригаль. Расскажи об этом месте. Но он постоянно повторяет одно и то же. Классика. Ладно, давай качнемся. Ну, пока, я думаю, все-таки все равно в силу уходить. Сила да жизнь. Больше ничего такого. Разум, наверное, будет у нас качать. Если инстинкт это качается. Короче, вот эта манна добавляется. Кстати, здоровье, фокус, энергия, судьба. А, вот с судьбой ты парирование делаешь, а энергия это 80, которая... Или это фокус? Бля, я запутался. Разум, вот это манна твоя. А инстинкт это хреново. Наверное, вот все-таки нижняя полоска. Да нет, не типа Ван Хельсинг. Он скорее что-то вроде избранного. Ну, прям костлевания, знаешь, попахивает в этом плане. Так, давай, короче говоря, мы качнем вот силу. Вот у меня прям лютое сопротивление с заморозки будет. Вообще, по идее, лучше бы, конечно, все прокачать. Ой, я еще один уровень могу поднять. Балдеж. Вот парирование это вот все. Вот все твое парирование. Но это надо такой тайминг соблюдать, жесть вообще. Ну-ка, вот эта чика тоже, ну да, она ничего не знает. Эта пропасть была по дороге вот к этому дворцу. Ну, особняку. Пойдем туда попробуем сигануть. Такое ощущение, что там прям можно упасть. Но почему-то я же сдохнул первый раз. Ладно, в принципе, я душами не жертвую особо, так что похер. О, добивание. Чик, чик. Кстати, вот когда он делает добивание, эта игра очень похожа на игру Slain. Там под такой лютый металл викингом лобаешь с мечом. Нет. Не сюда. Спасибо. Что делать? Куда идти? Я уже, блин, наверное, дважды все бежал просто. Тут вот тетка стоит. Она что там просит цветы какие-то. Подожди. А что это в заросшей тропе у нас тут горит над этим, как его? Над дверью. Или я тут нахожусь? Ну-ка, давай портанемся. А, ну это я и есть. Или нет?
настроение. Не знаю, после сегодняшнего Марио, по-моему, я уже подустал лобать. Да, вот и бесит момент, то, что я что-то запутался и не знаю, куда идти. А так все отлично. И завтра еще на работу в ночь неохота. Я бы еще в Last Fate поломал. Это я не понял, почему горела дверь. Вот прям с таким же миганием, как у меня сейчас. Это, наверное, меня все-таки, да, отмечает? Никак иначе. Заросшая тропа. Тоже не пройти. Здесь кубик мешает. Четко стоит. Наверх тоже не вариант. Ну слушай, новый Марио, в принципе, да я, ну, как бы не шибко-то на него надежды возводил какие-то. Но неплохая игра, много разного нового введений. Прикольные способности у самого усатого, добавились враги. Ну а так, в принципе, все в духе Nintendo. Правда, вот этой наркомании грибной больше стало. Раньше они меньше такого себе позволяли. Типа сравнить версию с Nintendo Wii и сравнить, что они сейчас творят, просто это разные игры вообще. Ну, теперь из ближайшего по Марио можно ждать Luigi Mansion вторую часть. Первую и третью я прошел, так что ждем с третью. Ой, вторую точнее. Ее портируют с этого, с Nintendo DS. Давай сюда попробуем сходить. А, тут копья. Я помню даже вот эти две платформы. Бля, что делать? Сюда не пройти. Есть тупик. Здесь у нас, по-моему, этот, как его, статуя, да, которая просит кольцо. Кольцо, чтобы двигать. Но я по-любому думаю, если найду это кольцо, короче, тогда я и статую то могу подвинуть и сюда пробраться. И еще два пути у меня открываются. Есть дверь. Стеклянные двери я тоже не знаю, как разбивать. Ладно, пойдем еще 10 минут погуляем. Не знаю, надо смотреть что-то прохождение. Во-первых, два варианта, ну, два пункта надо для себя узнать. Как делать парирование адекватно. Вот прям, чтобы норм было. Потому что с перекатами, в принципе, я разобрался. И в целом-то, блядь, куда идти? Делать-то чего? Во все двери уже запихнулся, куда мог. Бегаю, только пули собираю. Ай, бля, хотел добить. Ну ладно. Вот тут вот он. Я хотел туда, да? Где синий. Ля. Вас поглотил Никрукс.
Ладно, пойдем души хоть достанем. А ёб твою мать. Кстати, во многих метроидваниях тебя не убивают подобные колы, если торчат из земли. Ну, ты как бы получаешь урон, но не дохнешь до конца. А тут прям какой-то вообще ваншот без этого, без права на ошибку. Потом же начнутся по-любому целые локации с этими шипами. Там вообще надо будет крайне аккуратно прыгать. Где души мои? Я ж тут где-то подох, по-моему. Или дальше. Ладно, хрен бы с ним. Ну это все, видишь, насчет оставления душ, это же закос на Dark Souls. Чтобы у тебя был стимул вернуться обратно. Значит, ты будешь 10 тысяч миллионов лет копить на следующую прокачку. Вообще тут, в принципе, никто не мешает фармить тебе. Надо просто точку фарма найти подходящую. То прям за врагов по пятихатке сразу давали. Будет норм. Я вот тут такие интересные ящички разбил. У меня аж два косаря накинули сразу же. Что тоже неплохо. Так, что, в синюю сходить, попробовать что-то вот тут еще раз потыкать. Я не знаю. Особо вариантов нет. Пули пофармить, что ли. С горя. Так, у деда есть пули, расходники и все. Дед, продай ружье. Тут определенно вот этот пистолет, мушкет, не знаю как. Он по-любому здесь не единственное огнестрельное оружие. Потому что есть целый класс огнестрельный. Да, с боссом дрался. В самом-самом начале тебе дают босса через 10 минут после начала игры. Но что-то я тут побегал к нему, потому что я не знал, что оказывается, когда ты делаешь перекат, ты практически не уязвим. Я от босса пытался там отпрыгивать и все такое. Он проходится гораздо проще. Да, в принципе, это босс-то он первый, он такой. Самый, знаешь, неэффективный, короче. Так что я думаю, ты ничего не пропустил. Так, а здесь у нас... да, здесь это хрень. Можешь подойти в наглую треснуть по ней. Ну, да. В порядке бреда я хотя бы должен был попробовать. Да ладно. Почему я тут раз 20 пытался прыгнуть? Почему он не зацепился в прошлый раз? Твою мать. Я просто бегал 1,5 часа где-то, я не знаю, просто так. Блин. Вот почему я прыгнул столько раз вот в этом месте, он не зацепился. Тут на тебе. Обидно. Ладно, хотя бы я знаю хоть что делать. Это не так печально. И, кстати, давненько босса не было. Он будет по-любому где-то рядом.
Он где-то рядом. Либо босс, либо способность. К гадалке не ходи. И босс будет, кстати, по-любому возле комнаты сохранения. Это прям по классике всех Metroidvаний. Так. Зачем мне этот балкон показали? Псина. Чик. Вот я говорю то, что тут перекат это имба, в принципе, стопудово. Бля, дед какой. Он травит стопудово. Прям лопатой говном тебя швыряет. Эй, ты куда, мужик? Мужик, да стой, бля. Кровотечение, падла, за собой еще вешает. Че он такой лютый-то? Могильщик. Ну и падла ты, могильщик. Точно нельзя зацепиться. Хорошо. Я просто в Blasphemous не играл, я решил с начала этой игры дождаться, потому что я вот прям посмотрел трейлер Last Fate, и она мне очень сильно понравилась, вот прям визуально, и думал, блин, Blasphemous тоже прикольная, как оказалось, на визуал. Я думаю, ладно уж. Сначала Last Fate, короче, а потом Blasphemous пройду. Обе части. Тут видишь, даже... Ой. Тут этот, как его, когда тебя персонажа убивают, иногда он летит, крутясь в воздухе. Это прям вот в Castlevania точно так же тебя убивали, которая Symphony of the Night. О, что-то есть. Длительная инъекция. Мне интересно, кстати, Blasphemous 1 и 2 как-то связаны между собой. Так, ну вот опять львиные головы есть. Выше мне уже не забраться. У меня проход наверх. И сюда. Угу. Я возвращаюсь. Вот. Вот в эту точку. Вот по-любому. Либо я вот так пройду. Я даже не знаю, стоит ли сюда забуриваться. Ладно, попробуем. Длительная инъекция. Тут босс. Чекпоинт. Магия. Мне кажется, босс сейчас будет. Бля, какой. На Сферату. Это мини-босс. Ну-ка, со ствола у него чик. Ага, раз два. Вот, он глушит сам себя. Ну, как Рокстеди из черепашек. В стенку бьется, и все. А, я вот теперь не могу его, короче говоря, перепрыгнуть. Мы тогда так сделаем. Торчим, бля. Перекат из-за крыла не работает. Хладный щитоносец. Похилиться дали. А че он там обошелся? 4 сотки, да? По душу. Так, вот, косаряди ящики дают сразу же. Просто сходу. То есть я могу уже 2 левела поднять, нихер делать. Балдеж. И кто? Ясно, это враг. Ни хера у нее замах. А атака, кстати, как у босса. Заблудший, хладный. Я думал, бабка какая-то сидит. Все, ну тут двойной прыжок, либо прыжок от стены нужен. Опа. Секреточка. Чтобы что? Сребролунный камень. А что он дает? При себе можно сохранить 99, улучшает оружие. Короче, камни в Dark Souls для заточки. То же самое.
Я пока оставлю. Я просто не уверен даже, каким классом-то особо играть буду. Не говоря уже. Оп, срезочку открыл. Не говоря уже о том, то что... Какое оружие прям я буду использовать. Но мы идем вниз. Соединяем все это дело. Теперь все стало на свои места. А то я что-то ношусь просто как этот. Жопа с ручкой. 3 косаря у меня. Да, тут есть классы. Можешь за мечника играть. Потом, ну, ловкий, это, наверное, типа, чтобы быстро сабли рубить, и там перекаты и все такое. За мага и стрелка. Я думаю, стрелок самое сложное. Маг, ну, это типа дальний бой, как обычно. Классика это вот мечник. Может к бабке сходить, правда, покачаться. Или ну его. Шли, наверное, наверх. Проход тут открывать. К бабке позже сходим. Хотя, блин, ну если сейчас какое-то опасное место будет, я не буду рисковать, я просто свалю оттуда назад. Оп. Полезность переката взята по-любому с Bloodborne. Туда никак? Точно. Ну хоть слава богу, хоть здесь парирования нету. Я задолбался парировать в Lies of P. А где-то здесь был проход. А сюда можно же запрыгнуть? Да, можно. Вот оно что. Бля, ну и там тоже есть проход. Здесь они меня ведут вот прям вот поверх этой локации. Вот здесь она где-то закончится. Ладно, я если что еще раз допрыгну сюда. Тут кнопочка, она, короче, выдвинет мне лестницу, либо мост, короче, будет вот здесь прям вот тут. Проход был у нас вот здесь вот. Наверх. Меня дед не видит. По стелсу бы эту падлу... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. По стелсу бы эту падлу заковырять. Надо бы хилами пользоваться вообще. Тихо, тихо, тихо. Так, вот они мне здесь показали тот самый балкон, на который пока не подняться. И он, походу, сюжетный какой-то прям. Вот я здесь... Да, вот я сюда не стал подниматься. Тупик? Ага. А все, тут, я не знаю, какой-то полет нужен. Хоть прыжок с высоты тебя не убивает. То, что нас не убивает, делает нас имбовей. Ай, блядь, да серьезно? Вот утырки, а. Так, надо стрелять тогда в них. Да вот я тоже что-то последнее время мне захотелось прям вот что-нибудь прям пиксельное, крутое поиграть. Проходил Axiom Verge. Ты, вон сюда. Мне нужно выбраться из этих 4 стен. Я в клетке, я не могу расправить крылья. Мне нужна помощь. Так квестовый персонаж какой-то. Что надо? Алло, тетя. Подожди. Ты? Вон отсюда. А, вон отсюда она говорит.
Я вряд ли запомню, где она находит. Попробую Axiom Verge поиграть. Только во вторую часть что-то ругают. Первая отличная. Тоже пиксельная, Metroidvania, всех дел. Не ошибаюсь, Axiom Verge, первая часть, мужик ее один делал. А вот вторую часть он уже там схалтурил что-то. Так, теперь вот давай-ка сюда подниматься. Там же у нас все. Ощущение, что я вот здесь что-то не сделал. Ладно, похер, пошли просто наверх. Раньше времени мне все равно никаких способностей не дадут. О, блин, хотелось бы вот эту крылатую сволочь добить. На Иту не играл сам, но видел как... Что я видел? Геймплей, по-моему, видел. Там говорят, можно собрать себе такую имбу, просто что один удар и все, полкарты разрывается. Карты там не маленькие. Так. Ну все, теперь чисто назад надо топать. Подожди. Но тут же вроде еще какой-то проход. Вот сюда. Не, я не долечу. Будет или двойной прыжок, или что-то такое. Ну, не прям лютый полет, но прыжок двойной обязан быть просто. Это, иначе это не Metroidvania просто. Так. Идти сюда по сюжету, либо осматривать вот это дело. Я вот не помню. Я мог заболтаться и сюда просто не пойти. Нет, тут нельзя пройти, потому что у меня нет двойного прыжка. Вот здесь вот у меня, а здесь вот льва голова висит. Точно. Вот прям в этой точке. Все, погнали тогда на ту площадь. Главное, аккуратненько. Надо помнить, что у меня с собой 3600 душ. Как минимум 4 левела поднять. Даже больше. И тут у нас целительная инъекция. Я думал, мне сейчас, я не знаю, какие-нибудь там крылья дойдут. Отстой какой. Хилки дали. Что за пес? Теперь позвольте вам помочь. Проклятие, не подходи, негодяй. Это не место для путешественника. Какой же ты упрямый. Ты бы мог помереть, дружище, еще и в моей хате. Это ваша обитель? Я знаю место поспокойнее. Пытаешься меня обдурить, дружище? Нет, это довольно безопасное место. Место без заразы, по крайней мере, пока. Ага, слыхал о таком, но только слыхал. От него у меня мурашки по коже, вот так. Стой, а как мне понять, что я могу тебе доверять? Ты же не один из этих тварей. И все же ты скрываешь себя. Именно так и поведет себя тварь. Возможно, ты пришел за моими артефактами. Технологии сейчас много кому нужны. Уверяю тебя, мне просто нужно выбраться отсюда. Похоже, лучшего предложения не будет. Пока до встречи в особняке. Понятно, где он в следующий раз этот NPC будет. Возможно, он будет что-то вроде продавца какой-нибудь полезной вещички. Продолжаем эту локацию. Жалко в целом карту. Можно посмотреть? Я хочу прям... ну вот, можно. То есть вот здесь целый кусок будет. Вот здесь еще кусок. Ну, скорее всего, это переходящие локации из одной в другую. Обычно они как-то ровненько делятся. Вот здесь еще кусок локации недобитый. Но мы его, скорее всего, будем проходить в конце игры, как правило. Давай, счастливо. Кстати, ты спрашивал, в Террарию, да, я играл.
Довольно-таки много там прошел. Вот сюда еще вниз будет спускаться локация. Еще и здесь. Здесь. Ну, карта будет большая. По-любому. Тут. Я тут был. Что сейчас с боссом? И таким образом я открываю лифт. И босс. Да? Что за тетя? Она просто ушла. Похоже, эти женщины. Вот. Я мог пробежать сквозь этого лифта, но самого лифта не было. Вот в чем дело. Но это срезка до костра. Ну как туда попасть? Прокачать бы что-нибудь такое, чтобы можно было побольше аптечек с собой таскать. 7 штук это в принципе неплохо, но почему бы не носить с собой 8? Спокойнее будет. Так, если я лезу... ну разница какая. Хочешь спрыгни. Хочешь по лестнице спустись, ничего такого. Подожди, но мне кажется, где-то здесь что-нибудь должно быть секретное. Вот прям секретно-секретное. Ой, Чаки, стой! Бля! Замес. Прям замес чаковский попал. Сейчас бы ножичками меня своими затыкали бы и все. О, у меня добивание, кстати. Расходующая ману изменилась. Ну потому что у меня же новая пушка, что я хотел. А этот лифт тогда куда ведет? Сюда наверх? Ишь ты. Постилки камелий. Пойдем, в общем, к тетке прокачаемся. Но, кстати, для начала, где вот этот мужик может стоять? Вот он. Похоже, ты был прав, дружище. Добра тут и правда не предостаточно. Что-нибудь приглянулось? Купить предметы, улучшить оружие можем. У него, значит, что? Технологические технологичные перчатки. Увеличивают сцепление с гладкими поверхностями. Они ему помогут ползать по вот шипастым этим стенам. Ну, не по шипастым, они такие, как в зарослях каких-то. Только стоит это 10 косарей. Да вы чё, с ума сошли? Это камни для прокачки оружия. Заточка. Надо сначала что-то прям интересное найти. Это что? Ловкость и инстинкт. Мушки меч. Это и меч, и пистолет одновременно. А зачем? Если есть обычный. Дефолтную пушку улучшить. Стоит 1100. Рисака, привет. Дефолтную пушку улучшить стоит 1100. 1150 прокачать топор. Правда, оно не скелится вообще никак от силы. Так что
Я сейчас по сути бегаю с херней. Я могу намного на него потратить. Но по факту ничего не забьюсь. Физурон. Ну, можно мушкет прокачать. Плюс 10 будет атаки, но смысл. Я думаю, все-таки вот эти камни дают не так уж часто. Это раз. А во-вторых, у мужика-то тоже всего таких камней можно купить 5. И то за 1800. Я думаю, надо бы накопить на перчатки. 10. В принципе, души тут фармятся, ну, нормально, как бы. Я же здесь был, да? Ну да. Души фармятся нормально. Будет обидно то, что я 10 могу потратить, и перчатки потом дадут. Будет отстой. Чего, не открывается? Да ладно. А если так? И раз-два. Его надо сверху, наверное, вызывать. Этот лифт, ну ладно. Просто пошли вперед. Надо бы загуглить, какое тут есть имбовое оружие вообще. Любому тут пушек много валяется. А давай-ка мы вот вниз пойдем. Хочу соединять локации. Ой, тихо. Но есть добивание. А нет, это не добивание было. Я еще вот таких вот не добивал. Ну ладно. Раз-два, тут все закрыто. У меня эта дверь высветилась. Она же раньше вроде горела. Ну ладно. Я еще в этих, кстати, тоже добивания не делал. Дай-ка угадаю, это дверь к боссу, что ли? Охи, раз-два, она закрыта вообще. Так, можно наверх, а вниз? Ну, вниз это стопудово, вот здесь вот соединение локаций пойдет. Ну, давай вниз сходим. Да, не шибко-то я и ушел. Манны просто накинули этажом ниже и все. А, нет, вот еще проход. Сейчас срезку открою. Чик. Да, это оно. Давай ниже спускаться. Я иду, получается, вот либо сюда, но там кладбище. Баба стоит. Либо вот сюда я двигаюсь. Голодная сущность. А что это такое? Инвентарь. Бла. А, ну я уже собирал такое. Пораженных врагов больше душ падает. Ну, такое. Я бы не сказал, что прям это очень важная вещь.
Давай-ка мы вот здесь вот соединим карту. Я даже знаю, где я появлюсь. Там как раз костер будет рядом. Ну давай я чуть-чуть вот сюда зайду. Бля, или срезку открыть. Все такое вкусное, хочется сразу же все смотреть. Жалко, одновременно нельзя. Тихо. Кстати, пока я вишу на лестнице, я могу бить? Наверное, вряд ли. Вот эта срезка. И там костер. Нет? Ну ладно. Костер где-то рядом. Вот просто я не заметил один балкон. Точнее, как-то он не с первого раза получилось на этот балкон запрыгнуть. И вот просто такая большая заминка была. Тут столько можно было карты открыть за это время. Мать муша. Угу. И я тут был. Все понятно, где я нахожусь. Разобьем. Только первый замок. Да. Ну, вниз я не вижу смысла спускаться. Погнали просто вперед, вот сюда. Все замки будут по-любому рядом. А куда этот лифт тогда ведет? Костру, что ли? Который не работал. Да, костру как раз. Так. Что-то где-то я не обошел. А вот здесь квестовая вот эта дверь с 3 замками или нет? Короче, опять походу побродить придется. Ну давай попробую дойти вот сюда. Хотя вот, нет, подожди, вот наверху я не был еще. Там, скорее всего, наверху, если нормально пройти, будет второй замок. Да, я тогда не пошел, потому что здесь 2 мужика. Оп, да, блядь. А мне вот здесь можно? Да, можно, слушай. Короче, там, где тряпки вот такие висят белые, там можно зацепиться. Не знал. Механическая бомба. А, и вот как раз здесь у нас квестовая дверь. Она вот тут находится. Тогда почему я сюда не мог пройти? Ладно. Пацанчик 228. А не знаешь, есть еще игры крутые такого типа? Blasphemous обе части. Slain, допустим. Ну, Slain вообще сложная игра. Я дальше 1-го уровня, по-моему, в ней так и не прошел. Что-то тут в Стиме попадалось, как-то там Гамбит называется. Кстати, она сейчас, по-моему, по скидке продается тоже. Погнали, наверное, вот в эту сторону для начала. А, вот там, подожди, там вот второй замок.
Мы с него снесем. Длительная инъекция. А сколько у меня про запас этих инъекций уже насобиралось? 9 штук. То есть, если на каком-то боссе прям застрянешь, то есть откуда ресурсы черпать. А потом не дадут. По факту, пока ты играешь, ты по сути фармишь себе хилки. Поэтому нежелательно ими пользоваться вообще в целом. А то они у тебя не копятся. Что это такое? Старый пепел. Этот пепел производят студенты-алхимики в Институте науки под руководством старших научных сотрудников. Техпроцесс отработан, и они слепо следуют инструкциям, ничего не зная о древних технологиях, лежащих в основе этих формул. Знания эти утрачены, никто больше не в силах их восстановить. Чего? А мне там должно быть о чем-то сказать? Короче, скалируется эта штука от разума и инстинкта. Вы делаете выпад, постоянно генерируя огненный взрыв. Правда, это стоит манны еще. Огонь. Плюс 200 урона. Эффект огня накладывает. Ну, магия, короче. Ты летишь вперед и поджигаешь все. Но это надо, чтобы ты, короче, обладал такими штуками, как разум и инстинкт. Это скорее для класса мага больше подходят такие штуки. Конечно, можно ради прикола пользоваться, но лишняя ветка прокачки просто будет у тебя еще. Угу. Я упаду к костру, получается. Ну, пойдем, я хотел вот здесь посмотреть, что это такое. От винта. Подожди, а если я поеду на этом лифте наверх? Бля, он вниз едет. Это не то, что нужно. Я тут был? А, ну да. И что делают? И ж делают-то чего? Они не дают способности, но дают тебе пока открывать только карту. Ладно, пойдем, потом упремся в этот тупик. Хорош. Будем на сегодня закругляться. А подожди ты. Бля, мужик со своим кровотечением. Сука, еще убегает. Бля, все пиздюля собрал. Вашу мамашу. Точно у нас там? Да, там дверь. Там дверь с 3 замками, 2 из них открыты. А может быть, я уже где-то замок пропустил. Я просто не обратил на него внимания. Хотя нет, они так очевидно горят. Что вряд ли пропустить мог. Так. Вот вниз пройтись. Еще надо ниже спускаться. Нужно побыстрее игнорить врагов этих. Давай, вот с этим подеремся. Я не обращал внимания, сколько у нас за них дают 100. Еще 40 таких надо убить. А, так вот этот. Че я не грохнул? Я-то думаю, что я тут не был. Все, шли дверь открывать. Еще 40 таких врагов, короче, я нафармил себе на перчатки. Так. Ну, ближайший путь до костра это вот туда. Там за этой дверью по-любому будет босс.
Ибо его давно, ну, босса не было. Так, теперь... ну все. Отсюда налево надо идти. Прикольно, можно прям впереди врага вставать и ни хера он тебе не сделает. Главное скакать в разные стороны, чтобы он просто тебя когтями не зацепил и все. Так, ладно, сохранились. Будем закругляться на этом. Второй стрим подряд тяжеловато дается уже. Ладно, все. Вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, пока.